Всем привет! Меня зовут Катя Ли, я живу в Корее, рассказываю о вязании. Если вы уже смотрите мой канал, наверное, заметили, что меня давно не было, поэтому прошу прощения. У меня был такой небольшой отпуск. Но если вы первый раз, приятно с вами познакомиться. И давайте расскажу, где я была, что делала и какие у меня сейчас вязальные новости. Потому что обновлений таких интересных много. Начну с того, что последнее видео у меня было вот это про новогодние подарки. И прошло уже, получается, 2 месяца как раз. Буквально на днях успела выложить видео про шарф. За эти 2 месяца я что-то никак не могла собраться с силами и снять какое-то интересное видео. У меня какая-то такая была идея, что нужно снимать что-то очень красивое, что-то интересное. Я насмотрелась, как другие снимают, и подумала, что-то мне чего-то не хватает, и какое-то у меня сумбурное все получается. Не знаю, почему я так надумала. В итоге, пока я собиралась, хотела как-то изменить свой стиль канала, стиль ведения блога, я все думала над этим и никак с силами не могла и собраться, но начала вязать новые проекты, которые сейчас как раз хочу показать. И что-то я уже довязала, что-то у меня в процессе. И пока я это вязала, все равно я снимала. Но в итоге, когда я начала это собирать, я поняла, что мне не нравится, как это выходит. Поэтому я сейчас никак не могла это собрать в нормальное видео. Но обозначу, да, какие вещи я вязала и во время этого я снимала. Выйдут отдельные влоги про это. Возможно, они будут не супер прям красивые, но они, возможно, будут какие-то познавательные, интересные моменты по этим изделиям я все-таки расскажу. И если вы смотрите мои другие соцсети, то тогда я там не пропадала. Такой вертикальный формат видео, как шортс и рилс, я снимала и выкладывала, немного посты тоже делала. И только именно вот горизонтально, когда я сижу, разговариваю долго, что-то снимаю, процессы снимаю, это мне не нравилось, что я снимаю, поэтому я как-то в это долгая пауза получилась. Сейчас покажу, что у меня интересно получилось. Я тут всю вот кровать заложила всеми этими моими процессами и новой пряжей. Поэтому сейчас по порядку буду делиться и начну с проектов, которые я уже довязала. Первый проект, который я довязала еще до моего дня рождения, который был практически в конце декабря, то есть до Нового года я успела это довязать, но вот в таких видео нигде не показала. В общем, я довязала вот такую юбку с рюшами. Вязала ее по совместнику. Прикреплю еще другие видео, как я в этой юбке выгляжу, потому что я ее уже выгуливала. На день рождения я ее надевала. Здесь интересная конструкция. То есть это не мой дизайн, как я говорила, в совместнике вязала с Валентиной. Прикреплю все, что я рассказываю, какая пряжа, какие мастер-классы, все я в описании обычно прикрепляю. Часто бывают комментарии, что а где ссылка? Вы сказали, что прикрепите, ничего нет. Все в описаниях всегда есть. Возможно, просто вы не видели, поэтому еще раз напоминаю, всегда все в описании. Заходите, ссылки обычно там оставляю. Юбка. Интересная конструкция такая. Здесь треугольники. Первый треугольник здесь и сзади тоже треугольник. Они соединяются, и здесь рюши. Очень как-то так все мне понравилось, как это на видео выглядело. Я сразу же и написала, что хочу участвовать в совместнике. Здесь рюши, и в движении интересно это выглядит. Подбирала по метражу похожую пряжу. Автор, конечно, живет... Автор Валентина не в Корее, поэтому мне нужно было найти что-то по метражу похожее. Я хотела теплую юбку, поэтому я подобрала вот такую вот пряжу из магазина Сом, тоже ссылки оставляю. В составе енот. Я такое не видела. Я не видела пряжу, чтобы был в составе енот. И когда вот с Валентиной тоже с Валей поделилась, то, что я купила такую пряжу, она тоже сказала, что она такую первый раз видит. Название здесь, метраж тоже все оставлю. В 100 граммах 400 метров. Такая не очень толстая. Вот ракун, да, енот 30%, меринос 30% и нейлон 40%. Еще много даже осталось.
я покупала сколько грамм? 400. У меня обычно под рукой есть весы сейчас. Поэтому я даже когда связала, не перепроверила, сколько у меня ушло. Сейчас обычно такие вот кухонные небольшие весы. Перепроверю, сколько вышло. Получается, что юбка весит 290 грамм. Здесь больше 100, получается, у меня осталось. Даже можно что-то еще связать. Она такая мягкая, приятная. И дала потом пушок после стирки. Хорошо так распустилась пряжа. Мне очень понравилось вязать и эту конструкцию из этой пряжи. И первый раз я вязала, вот чтобы был пояс. Ни юбки, ни платья, ни брюки пока ничего такого не вязала. Поэтому это у меня первое такое изделие. И я думаю, что еще мне хочется связать какие-то брюки. Возможно, уже летние буду. Хочется делать снова пояс. Здесь очень так хорошо получилось. Здесь резинка внутри. Очень отлично держится. Поэтому буду продвигаться и в изделиях такого рода. Низ вязать, обычно только вверх вязала. Второе изделие, это прям у меня целый вызов был. Я хотела связать быстро шарф до Нового года. А на Новый год муж предложил съездить на море, а здесь в Корее холодно, и на море тоже, естественно, холодно, еще и ветер, поэтому мне хотелось такой толстый большой шарф связать с кисточками. Я как-то уже раз вязала с кисточками, но шарф у меня был легкий такой, более даже весенний, чем зимний, и первый раз я решила связать вот такой огромный. А у него уже есть название, есть разные мастер-классы, как вязать на YouTube бесплатные тоже. Называется Берлин Scarf, поэтому вы можете тоже найти и такое вязать. Но какие-то нюансы я снимала и сделала влог по этому шарфу, поэтому можете потом посмотреть, и думаю, будет несложно разобраться. Здесь кисточки, сам шарф вяжется в круговую, поэтому он такой теплый и двухслойный. То есть набрать петли и просто по кругу такую длинную трубу вязать, а потом уже кисточки доделать. Поэтому это было несложно. Там набрать и по кругу вязать. Конечно, можно сделать его и не двойным, вязать поворотными рядами. Тогда будут лицевые и изнаночные ряды, но когда по кругу вот так вот вязать, либо можно сразу, кстати, двойную вязку сделать, когда лицевая провязывается, а вторая петля просто снимается. Так тоже можно делать. И через один вот так прочередовать. Думаю, может, вы понимаете, да, о чем я говорю. Если не понимаете, в общем, есть еще и другие варианты, как вязать вот такое вот двойное полотно. Ну, самое простое и быстро вяжется, если леска у вас есть не очень длинная, а так, чтобы уложиться. У меня здесь 25 сантиметров, чтобы вот по кругу вот так уложиться спицы плюс леска, чтобы в длину вот так хватило просто спокойно по кругу вязать, то это вяжется тогда намного быстрее. И я за 2 недели, наверное, связала этот шарф. И вот прям вот в дороге, когда мы ехали уже на море, я уже в автобусе там и в кофейне эти кисточки закрывала, довязывала, доделала, что у меня ниточки там всякие остались, я не успела. Шарф у меня получился 2 метра 20 сантиметров и в ширину 25 сантиметров. Длинный такой, теплый. Я снимала разные видео короткие, как вязать, как завязывать его можно. И вот это приключение мое вязальное. Могу эти видео тоже здесь вот прикрепить, можете посмотреть. Можете тоже такой же вязать. Если сейчас уже становится тепло, то на следующий год можно будет такой связать. А я же сказала, что я уже вязала такой похожий шарф, но более тонкий весенний. И не в круговую, сейчас покажу. Так, тонкий шарфик, он совсем вот легкий такой, вообще вот ничего не весит. Я как-то из Ализе, нет, вру, Газал. Вязала кардиган для сестренки, и у меня пряжа осталась. И из этих остатков я еще и несколько вещей связала. Один у меня вот шарфик такой был. Сколько я уже ему? Года 1,5-2. Ой, до 2, наверное, уже даже прошло. Шахматный такой узор делала. Просто чередовала лицевые и изнаночные. Здесь блоки такие. И внизу вот сделала тоже такие кисточки. Там этот шарфик такой мягкий, легкий. И вязался он, наверное, даже за один вечер. Он не такой прям длинный, но вот сколько.
хотя он тоже почти 2 метра. Он очень мягкий и удобный. Наверное, даже вот видно на ощупь, какой он. Поэтому эта пряжа мне очень понравилась. Вообще мне нравится пряжа Газал. Она такая бюджетная и приятная. И по качеству, ну вот здесь видно, что ничего не закаталось. Такая же гладкая, мягкая осталась. Но если вот так вот сложить, то вот немного складки какие-то могут быть. Там она такая пластичная. И на себе на себе сейчас, не знаю, как показывать, у меня есть микрофон. Тогда просто покажу и без звука сейчас. И если уже начали про шарфики говорить, то самый последний маленький шарфик я себе связала такой маленький София шарфик. Здесь, наверное, 25 грамм. Пряжа у меня сейчас, прям покажу, она у меня рядышком была. На самом деле даже 20 грамм ушло на этот маленький шарфик. Сейчас я его раскрою, покажу. И пряжа вот такая с кашемир. Здесь 88% кашемира написано и 12 полиэстер. Но это китайская пряжа с Тему. Скорее всего, там кашемира не так много. Сложно доверять Тему по составу. Но она очень приятная и мягкая. И в составе... И в комплект к этому кашемиру еще вот такая катушка идет, поэтому вместе вязать. И пряжа такая вот не растягивается, форму также все держит хорошо, мягко. Сейчас и размера она небольшого, совсем такая вот маленькая, но я еще вчера ее и испачкала. Кофе много вот здесь запачкалось, надо будет постирать. Я не успела пока постирать. Но формат такой мне очень понравился. Именно маленький шарфик. Если куртку или пальто надеть, уже стало чуть-чуть потеплее, то можно этот шарфик так быстренько надевать, и шею здесь уже не продувает. Я просто оборачиваю вот так и с этой стороны уже завязываю. Слегка вот так завязать можно. И все, удобно, тепло. И если здесь куртка, то выше уже получается закрыто. Не нужны уже большие шарфы. Можно так хорошо ходить. По-моему, этот тренд еще не закончился. И в прошлом году все вязали, и в этом году тоже вяжется очень быстро. Я даже засекала, 2,5 числа ушло, ровно 2,5. И я связала таких 2. Второй я связала на подарок из другой пряжи. Это уже корейская. Это корейский производитель. Вот такой был моточек. Здесь тоже также я где-то 20-25 грамм извязала. Она чуть-чуть потолще, поэтому и спицы тоже разные. По-моему, это я... Может, также на 4? Наверное, также на 4, что-то чуть-чуть подзабыла. Кажется, я на 4 также вязала. Это 4, это 4. Или это я на 3,5 перешла, потому что чуть-чуть дырочки, наверное, были. Приблизительно вот что-то вот такое похожее. И где-то 20 граммов также ушло. Здесь вот у меня еще видно, что много осталось, половина осталась. Черный в составе. Здесь реально кашемир есть. Кашемира 3%, шерсти 12% и полиэстер 55%. В общем, в составе есть это синтетическое тоже, да, получается, волокно. Но вот это то, что здесь есть кашемир, это реально чувствуется, что очень нежно, очень мягко. И вот этот, когда я на себя вот надеваю, я чувствую, что у него вот какая-то вот структура, вот это рядов здесь есть немного, прям прощупывается. Не щекотно абсолютно, ничего не чешется, все очень приятно. Но я вот чувствую, что рельефный узор немного другой. Когда вязала этот, чувствовалось прям такое воздушное, мягкое полотно. И я подарила уже, это был у меня на подарок. Недавно был корейский лунный Новый год, и я сестре мужа подарочек такой сделала, ей подарила, и как раз ей понравилось, что вот черный с любой одеждой будет сочетаться, было очень мягко, она и сразу его уже надела, и такая довольная сидела, поэтому я думаю, вот эта пряжа очень классная. И у меня еще вот эта половина осталась, еще один целый моток, поэтому хочу что-то интересное связать. И у меня в голове вот есть идея вот такая. Сейчас фото прикреплю. Сейчас тоже начинается такой тренд.
Не знаю, может быть, он уже раньше начался, но я прям вот сейчас ближе к весне начала уже часто видеть такой треугольный платок. Я хочу его вот так из черного связать, возможно, какую-то вот кайму яркую сделать. Невозможно, точно. Какую-то надо яркую кайму сделать, чтобы не просто черный платок получился. Поэтому буду скоро экспериментировать. Немножко вот начала, попробовала, но точно буду перевязывать. Так, теперь и переходим к самому большому проекту, который я вязала в январе. Сколько недель у меня на него ушло, я не помню. Это огромный вот свитер. Сейчас свитеры все вот стала вот так вот вешать. Не складываю, место в шкаф этот. Мне хочется... Что-то я так заговариваться начала. Мне хочется, чтобы они вот на полках вот так вот висели, и все вот видно было, и сразу муж взял, надел. Поэтому я вот так вот на вешалке и повесила. Свитер. Это мужской, я уже сказала, для мужа, да? Мужской свитер. Он большой, XL размер, extra large, поэтому я вязала его несколько недель. Январь. О, сколько времени-то ушло у меня. А может быть, даже весь январь. Ну, 3-4 недели, мне кажется. Что даже не верится, чтобы я за 2 недели связала. Надо по видео пересмотреть, сколько это у меня времени ушло. Огромный такой свитер по мастер-классу Petit Knit. Называется Шторм свитер. Шторм свитер по ее мастер-классу мне вязать очень понравилось. Сейчас тогда о плюсах и о минусах, да. Мне понравилась сама конструкция, то, что она вяжется со спины сверху, то есть японское плечо. Где-то я даже услышала, что это как европейское плечо, потому что не совсем как японское, потому что Petit Knit чуть-чуть делает по-другому. Здесь она первый ряд набирает, и потом обрезает нить, и потом начинает вязать поворотными рядами. Интересно было разбираться. Я еще на корейском разбиралась. У меня мастер-класс на корейском языке файл. И я вот сидела его разбирала. У меня вот все тут на корейском написано. В папочку так сложила. Но было на самом деле несложно. Так все достаточно просто объясняется. Еще здесь узор, теневые узоры, где лицевые и изнаночные чередуются. Поэтому, например, там написано, что там 3 лицевые, 2 изнаночные, и чередуем до конца ряда. И да, что-то такого непонятного. В принципе, очень было это легко. А что мне не очень понравилось, пройма рукава, наверное, она на несколько размеров одинаковая. То есть я сейчас вяжу себе М, а у мужа XL. И здесь пройма одинаковая, 88 петель. Вот это мне немножко было непонятно. Почему так? Я бы хотела ему сделать пошире, но в мастер-классе было так написано. Я подумала, что не буду сейчас пересчитывать и долго тут что-то делать. Как там было, так и набрала, померила. В принципе, ему все нормально, он носит, но он намного любит оверсайз одежду. Я покажу потом видео, как это на нем выглядит. Он будет Он уже носит этот свитер, и он сказал, что ему это комфортно, понравилось. Конструкция такая все равно красивая, и узоры такие не скучные. Вязать его было интересно, потому что здесь сделано вот так вот блоками узоров. То есть один блок, пока закончится, вяжешь, и ждешь, когда уже следующий блок начнется, и потом переключаешься на следующий, еще следующий. И вот это чувство, оно интересное. В ожидании следующего узора как-то вязание быстрее продвигается. Ну и в целом нет каких-то сложных здесь убавок-прибавок, поэтому было достаточно просто вязать. И сейчас вяжу точно такой же другого размера для себя. Я вяжу себе в размере М, хотела чуть-чуть такой свободный. Сначала подумала, может просто S вязать, но хотелось бы что-то чуть-чуть свободного, поэтому прикинула М. Ну вот и получается, что XL одинаковое количество петель, да, набирается, и вот на плечи вот здесь, но потом прибавки, конечно, чуть-чуть отличаются. Ну и проймы рукава тоже одинаковые, поэтому я думала, как так, что мой размер и размер мужа будут очень похожи, но нет, они все равно в итоге, они не очень похожи. Поэтому, да, можно сильно не переживать, мастер-класс несложный. И
только не знаю, если на русском, потому что если покупать мастер-класс на Ravelry, то там есть английский язык. А я здесь в Корее покупала прямо в магазине. Здесь интересная такая, как сказать, интересный такой ход для продажи маркетинговый, наверное, продается наборами. Например, я хотела связать этот свитер, и в магазине количество пряжи на определенный размер. Я выбрала этот размер М, и мне вот бобину нужно было только выбрать цвет. Я выбрала цвет себе вот такой, какой-то был от овсянка, овсяной, наверное, цвет, да, овсяная мука, что-то вот такое, такой бежеватый, красивый цвет, бежевый. И уже на размер М, когда я выбрала, количество пряжи там уже сразу автоматически вышло. Просто это очень оказалось удобным. Мне самой, оказывается, ничего не нужно считать. И просто оставалось добавить файл. Можно там купить, конечно, и онлайн PDF, такой PDF-файл, да, но я хотела, пусть у меня будет бумажный и на корейском. Я попробую, потому что у меня есть уже немного опыта вязать по корейским мастер-классам, и мне хотелось попробовать на корейском. Почему-то я подумала, что мне вдруг на английском будет немного сложнее. И я так думаю, ой, на корейском я, наверное, справлюсь. И я взяла вот корейский такой файл. Уже на обложке есть какая-то информация о том, какого там размера можно связать. Здесь даже вот 5XL есть, поэтому можно и другим тоже связать. Но сейчас я еще увидела на сайте, по-моему, есть мужской отдельно. Значит, возможно, мужской пройма тогда будет по-другому. Возможно, я ошиблась, и надо было отдельно мужской мастер-класс покупать. Не знаю, сделала ли я ошибку, но, в принципе, хорошо все сидит. И муж носит свитер. И скоро уже у нас будут парные свитеры. И тогда бы я уже хотела все нормально поснимать и отдельное видео сделать только про эти два свитера. Думаю, скоро тогда это уже будет. Вот я вяжу уже рукав. Еще надо, да, несколько блоков узоров и резинку, и второй начать, и потом горловину. В прошлый раз, когда я свитер мужа вязала, один рукав я вообще за целый день связала, потому что я просто была дома, не отвлекалась, и с утра вот до вечера просто вязала, и за один день рукав связала. Но если бы я сегодня вот целый день сидела, то я бы уже рукав точно довязала. Но как сниму видео, уже сразу продолжаю вязать. Что еще здесь нужно добавить? И пряжа у нас отличается. Себе я покупала вот так вот набором с пряжей, с мастер-классом. Когда пришел мастер-класс, я подумала, что дома-то у меня есть еще одна пряжа серая. Скорее всего, вот я ее для мужа как раз и возьму. Она чуть-чуть толще. Здесь в 100 граммах 280 метров. Тоже в составе кашемир, шерсть кашемир и чуть-чуть нейлон. Чуть-чуть в смысле 35%. То есть кашемира 5, шерсти 60 и 35 нейлон. Пряжа очень мягкая, и она вот, я вязала ее на спицах 5 миллиметров, и она так вот после стирки немного распушилась, и все вот дырочки, пространство так заполнило, забилось все. Прям очень хорошо, что никаких дырок здесь нет. Хотя, когда я вот на пятерках вязала, видео тоже вот здесь могу прикрепить, что чуть-чуть как будто вот такие пустоты иногда виднелись. А сейчас вот все красиво. И мне здесь нравится, как вот здесь вот все вот получается, здесь я набирала петли и вязала рукав, и здесь вот вообще и не видно, где эти петли были набраны. Очень все аккуратно. Здесь то же самое. Спинка была связана, и потом вот здесь вот петли набраны, и я перед вязала. Здесь тоже так же вообще и не видно, где эти петли набирались. Очень классная пряжа, ну, либо классный мастер-класс, из-за чего очень так аккуратно все выглядит. Мне понравилось. Дальше. А по этой пряже, из которой я сейчас вяжу, я ее вяжу на спицах 4 миллиметра. И здесь в 100 граммах 300 метров.
в 100 граммах 300 метров, кашемира 10%, шерсти 65% и нейлона 25%. Чуть-чуть совсем отличается, в моей получается кашемира побольше. То есть та, что именно вот шла к мастер-классу подходящая. То есть я выбрала немножко неподходящую и спицами крупнее вязала. Еще и вязала размеры XL. Ну, получилось все равно не прям сильно оверсайз. Но все равно, я думаю, нормально. Все получилось красиво. Чуть-чуть прям осталось, даже можно что-то еще связать. Так, еще один проект. Связала вот совсем недавно тоже. Была очень интересная история. Я ходила в магазин пряжи в городе Инчон, и там познакомилась с хозяйкой магазина. Она увидела вот шарф, самый первый, который я показывала, с кисточками Берлин шарф. И она такая: о, Берлин скапы, по-корейски скапы. Она спросила, сама ли я это сделала. Я сказала, да, я сама, я люблю вязать, вяжу. Она спросила, как давно я вяжу, что мне нравится. И я сказала, что вот очень давно вяжу и уже блогом занимаюсь. Присела вот мои соцсети, я поделилась, она ко мне добавилась и предложила мне выбрать пряжу в ее магазине, несколько моточков, протестировать. И если мне будет нужно, она дала свои контакты, я могу еще с ней связаться, и что-то можно вместе интересного может и замутить. И в итоге она мне предложила еще и дать интервью на канал, корейский канал, интервью на корейском о том, как я иностранка веду канал и рассказываю о вязании в Корее. Я уже очень жду, и вот сегодня у нас вторник, и завтра среда, 25 число. Завтра я иду на интервью, будет видео. Если вам будет интересно, я потом сделаю тоже там ссылку, поделюсь этим видео. Но думаю, там субтитры сделать, и вы тоже сможете понять, о чем я там рассказываю. И в итоге по пряже я выбрала два моточка, такой голубой и слегка такой розовый, пудрово-розовый. И сначала я подумала, у меня было по одному моточку, то есть 50 и 50, 100 грамм, просто протестировать. И я решила не просто образец связать, а связать какое-то небольшое изделие, аксессуар. И вот вдруг у меня родилась такая идея. Я связала квадратики и собрала чепчик из этих квадратиков. Квадраты у меня крючком, а здесь все спицы, поэтому выглядит как-то, по-моему, даже элегантно. Мне нравится, как в сочетании спицы и крючок ведут себя вместе. Там очень красиво. Я его уже постирала, уже ниточка распушилась. И мне вот очень нравится, как после стирки выглядит вот этот пудрово-розовый. Он прям видно, что распушился, более так разровнялся. После стирки, может, потому что связано крючком, не так сильно прям вот видно изменения. Наверное, надо еще постирать. Но вот это, то, что спицами вот здесь вот связано, прям видно уже, как распушилось. Наверное, на свету больше видно. И сейчас померяю, как это выглядит. Пока я никуда еще не носила. Надо уже носить. Недавно связала. Эти завязки я связала просто как резиночка, лицевые изнаночные петли. Ничего такого не придумывала. Просто помельче спицы взять. И так тоже получается очень аккуратно. Вроде достаточно простое изделие, но немножко такое сложно сочиненное какое-то получилось. Мне понравилось, как выглядит результат. И сейчас мне что-то вот хочется еще голубого. Вообще в других изделиях хочется еще голубой. Очень нравится сейчас этот цвет. И, по-моему, мне идет голубой. Поэтому буду еще экспериментировать с голубым. Хотя и шарф тоже у меня был голубой, но он не такой голубой. Хочется вот такой вот, чуть-чуть ярче. И тоже магазин отмечу, где находится этот магазин в Инчоне. Вообще на него просто ссылку оставлю. И последнее, о чем бы я хотела рассказать, о каком-то изделии, это то, что я сделала, но чего у меня нет уже. Я отдала заказ. Я связала вот такие вот красные шарфы крючком. Нашла здесь пряжу Alize Maxi, в Корее тоже продается. Оставлю ссылку, где тоже можно это купить. Сделала видео. Я вязала этот шарф на самом деле по запросу заказчика. Он хотел именно такой вот шарф крючком, крупные вязки из такой красной толстой пряжи, потому что у него уже был такой шарф, но он его потерял.
и ему вот это было дорого, вот это воспоминание, он любит красный цвет, и я попробовала восстановить и даже сделала два, потому что вдруг еще раз потеряется и будет очень жаль, поэтому связала два шарфа и сделала об этом тоже видео, и в комментариях тоже кто-то писал, что очень быстро я связала двухметровый шарф. Двухметровый шарф я связала за сколько там, 3 часа, по-моему, около 3 часов. Или чуть больше 3 часов. Тоже есть видео отдельное, шорс, я тоже прикреплю. Можно посмотреть, как это было. И кто-то в комментариях писал, что такая пряжа, что вы из синтетики вяжете, что нормальной пряжи нет. Чем плох вот этот вот артикул, вот этот вариант, я тоже не понимаю. В нем есть шерсть, в нем, конечно, есть и акрил, но из-за акрила получается этот шарф и неубиваемый. Возможно, да, это не идеальный какой-то состав, там нет какого-то кашемира, там альпаки, еще чего-то дорогого, но, как я говорила, заказчик хотел точно вот такой же шарф, и плюс он его уже потерял. Связать дорогущий шарф из другого состава и опять его потерять тоже было бы жаль. И плюс я не уверена, что взрослый мужчина будет запариваться со стиркой, там ручная стирка или еще что-то. Даже так не думаю. Поэтому связала то, что было заказано. Заказчик доволен, и связано было быстро. Крючок такой был очень большой. Вообще с большими крючками обычно не вяжу, но вот у меня был крючок такой 10 миллиметров. Я от тюлеп тоже нашла крючки. Оказывается, у них такие толстые тоже есть. Потому что именно те, которые я покупала, которые вот в наборе идут, розовые, там, серые или красные, они до 6 или 6,5 только я нашла. Видимо, крупнее и нет. Есть отдельно вот такие. Отдельно 7, 8, 9, 10 такие номера. И я вот десятку вот такую купила. Но у меня был какой-то другой, толстый и неудобный. Этот такой легкий, поэтому быстро, удобно связала. А у меня вот такой. Вот такой толстый у меня был. Из какого-то набора, наверное, с Wildberries. Он такой более тяжелый. Вот здесь ручка такая толстая, не очень в руках удобно держать, прям пальцы уставали. Но, возможно, если какую-то сумку вязать и что-то там такое толстое, плотное протягивать, может, какую-то трикотажную там пряжу или хлопок, наверное, все равно руки очень устанут. Кстати, я вот не очень разбираюсь и не очень часто вяжу толстыми такими крючками. Если вы вяжете, скажите, пожалуйста, какие толстые крючки вы покупали и что вам понравилось. Мне прям очень интересно по поводу всяких крючков, видов. И тут я пока вот убирала, рассказывала, я заметила, у меня же еще есть очень маленькое что-то довязанное. Сейчас прям вот передо мной здесь было, и я думаю, почему я не рассказала. Я связала резинку. Такая резиночка для волос. И вязалась вот это спицами. Внутри здесь, ну, реальная такая резиночка. Я обвязала ее пряжей ручного окрашивания. У меня был совсем такой небольшой образец. Когда мы ездили к морю, с мужем гуляли, я там купила вот несколько совсем маленьких, дешевых таких вот окрашенных моточков и себе, и на подарок тоже. Может, с подружками, сестренкой там попробовать связать такие резинки. Поэтому вот мы с сестренкой вдвоем связали резинки. У меня получилась вот такая фиолетовая резиночка. У нее такая вот другая розовая. У нас такие. И хочу еще такие навязать. Очень мне понравилось. И получается достаточно вот эластично. Ну, можно было, кстати, вот этот край, где я потом вот соединяла, можно еще более эластично сделать. Буду еще экспериментировать. И держит волосы хорошо. Мне понравилось, как это выглядит на волосах. Сейчас покажу. Можно также и крючком связать, можно и спицами. Мне вот оба варианта нравятся. Оба я варианта уже попробовала. И сейчас резинка выглядит вот так. Красивая такая резиночка. Хочу еще вязать. Если вам тоже интересно вязать резиночки, хотите попробовать, могу сделать мастер-классы. Можно и спицами, и крючком. То буду ориентироваться на ваши запросы. Поэтому обычно стараюсь по возможности реагировать на то, что вы пишете.
мне это помогает. Я могу так лучше понять, что и мне лучше снять. И иногда бывает, что когда я думаю, что я вот что-то буду снимать скоро, и я об этом где-то говорю и показываю, даже изделие, например, я связала и показываю, как я это связала, и вдруг запросов на мастер-класс мало, мне и снимать особо не хочется. Я потом думаю, а стоит ли это снимать? Будет ли потраченное время как-то оправдано или нет, если запросов особо нет? Потому что, например, когда я вязала плед и показывала в коротком там ролике, что я вяжу плед, настолько было много запросов, что я понимала, что я сейчас потрачу время, буду мастер-класс снимать, и точно многие будут смотреть. Поэтому я даже вот не задумываясь сразу же приступила и чуть ли не в этот же день, как кучу сообщений получила, сразу же сняла. Когда бывали какие-то вещи, я вот выкладывала, и запросов нет. Но я особо и не старалась потом мастер-класс записывать. А потом несколько комментариев вдруг. Вот что вы вот показываете, а мастер-класса нет. Как бы никто и не просил. Я поэтому и уже перешла к другим изделиям, потому что мне хочется много всякого разного связать, и не хочется долго на одних вещах останавливаться. Поэтому я и как-то и не задумывалась, точно снять или нет. Поэтому прошла дальше мимо. Ну, буду дальше тоже думать, анализировать, как лучше это сделать. Но мне помогает то, что вы пишете, что лучше вам снять, что вам интересно. Поэтому я стараюсь на это откликаться. И вот это вот изделие, в котором я сижу, вязала уже в прошлом году. Да, это было в прошлом году, вот ровно, наверное, год назад. И из квадратов, из остатков я просто здесь соединила как-то по-новому квадраты. Мне вот хотелось какого-то эксперимента. Я в интернете как-то вот увидела просто фото, может, Pinterest или еще что-то, как квадраты были соединены в другом порядке. От плеча вот так вот квадрат идет, здесь квадрат, здесь и здесь треугольник. Я подумала, ой, это так интересно, ну все, я пробую. У меня еще куча остатков всяких было. Здесь просто два спереди и сзади такие одинаковые квадраты. И вот здесь я продолжила рукава. Я выкладывала тогда видео, но мой блог такой еще был маленький, там, может, 100 или 200 подписчиков, и никто как бы и не спрашивал, как я это связала, и мастер-классы тоже вообще никакого не снимала. Ну, связала, надевала, как бы и дальше мимо прошла. Здесь даже я много пряжи собирала из Daiso. Вот это корейский магазин, как Fix Price. То есть много пряжи из Daiso, и мне вот понравилось такое сочетание. Не очень сильно я люблю прям яркие цвета. И как я недавно поняла, они мне, оказывается, и не сильно идут. Мой типаж не такой внешности. Какой-то у меня более такой мягкая осень или такая теплая весна. Я более такая, оказывается, нежная, по цветам более пастельные, бежевые, такие более бледные. А какие-то яркие красные мне, оказывается, не очень идут. А я подумала, почему я всегда ношу такие вот какие-то бежевые, розовые такие цвета. Видимо, это мое. Поэтому я и хотела бы какие-то будущие изделия тоже сочетать со своей внешностью, что мне подходит, придумывать что-то такое и универсальное, и интересное, и, возможно, необычное, а иногда прям очень носибельное, что всем подойдет. Поэтому буду стараться придумывать новые мастер-классы. И в следующем видео покажу свою пряжу. У меня вдруг и подарков много появилось. Мне друзья и подписчицы тоже, и сестренка все пряжу надарили. И я сама тоже что-то по своему плану уже купила, потому что у меня есть интересные планы на будущие мастер-классы. Буду с вами делиться тем, что у меня сейчас вот появилось. И еще у меня появились инструменты тоже новые. Буду и инструментами тоже с вами делиться, показывать, и какими-то проектами тоже. Поэтому следующее видео уже будет совсем скоро. Я полностью уже возвращаюсь и хочу точно каждую неделю 1-2 видео выпускать. Буду очень стараться. И не только влоги, какие-то разговорные видео, но и мастер-классы тоже обязательно будут. Буду стараться какие-то мастер-классы здесь на канале выпускать. А если что-то такое посложнее, еще поинтереснее намного придумаю, тогда и платные варианты мастер-классов тоже хочу попробовать сделать. Поэтому буду благодарна за вашу поддержку, за ваши комментарии и за вашу подписку. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!